Приветики всем! Извините, что я сегодня так поздно. Только зашли в дом. Причем я, к сожалению, немножечко мне еще не хватило времени, чтобы подготовиться к эфиру. Вот я сейчас с вами вместе буду к нему готовиться. Я связала рукавчик. Вот мой рукавчик. Я как раз его закрыла иглой. Все в порядке. Но мне нужно теперь сегодня вам показать, как таким способом его закрывать. Поэтому мне нужно его сначала подраспустить, а потом показать вам. Ну, все-таки я хочу, чтобы было все очень понятно. Поэтому сейчас, пока, может, все присоединятся, я немножко поотвечаю на ваши вопросы, если они есть. Ну и параллельно буду распускать эту самую часть, и потом уже вам покажу ее. Добрый вечер, соскучилась за выходные, приветик. Я тоже соскучилась, честно говоря, и прям сегодня ждала уже эфира. К тому же сегодня начало нашей последней недели интенсива. Это значит, что нам осталось еще 7 дней, и мы заканчиваем вязание нашего свитерочка горизонтального. Но скажу вам честно, неделя это еще очень много. То есть за неделю, если кто-то, ну, как-то где-то что-то не успевает, я вас уверяю, вы можете все спокойно успеть, если вы реально поработаете. Поэтому не переживайте, 100% у вас получится. За неделю можно успеть довязать. Привет, пропустила. Почему вы распускаете? Привет. Чтобы вам показать, как это закрывать, потому что у меня не хватило пряжи, у меня вообще была проблема, я была в шоке. Я планировала, ну, довязать рукава, сделать вырез красивый, снизу обвязать. Короче говоря, у меня вдруг резко закончился моток, и я была в шоке. Моток закончился у меня. Ну, вот мне оставалось чуть-чуть довязать рукава. Я была в жутком шоке. Видите, у меня какая ниточка? Я не делала влажно-тепловую обработку, потому что мне пришлось ввязать, пряжу со своего образца. То есть я образец распустила, и я довязала. И мне хватило вот прям, знаете, тютелька в тютельку. Даже мне пришлось, другой рукав, видите, отрезать ниточку, чтобы этой ниточкой закончить. Мне потом еще придется как-то сшивать. Но я уже придумала как, об этом я позже расскажу. Короче, я в шоке, что мне не хватило 460 граммов на укороченный свитерок, когда 500 граммов хватало на платье и на кардиган целый. Ну, я понимаю, в чем дело. Во-первых, потому что это меринос, меринос тяжелый. Во-вторых, ну и все, да. Это, наверное, единственная причина, потому что это меринос, и меринос тяжелый. А то все, конечно же, была более легкая пряжа. Я сегодня очень испугалась, довязала спинку до рукава и испугалась, что неправильно связала. Вначале спинку и вперед, а как же теперь-то вязать рукав? Значит, все неправильно, а потом поняла, что все хорошо. Но рукав вяжется сверху вниз, да, второй. Ну, в итоге я что сделала? Я закрыла свой рукав, вот чтобы посмотреть, хватит ли мне. Сейчас я его распущу и покажу вам, как это закрывать. Мне хватает, все нормально. И плюс обвязала горловину чисто крючком, но я решила все-таки, как бы найти плюсы в этом, поэтому я вам покажу обвязку горловины некоторым другим способом, то есть более таким, что ли, аккуратным, я не знаю, как это объяснить. В общем, покажу вам, завтра мы будем обвязывать горловину, я обвяжу специально для вас другими какими-то ниточками другого цвета, вот, и покажу обязательно, как я это делаю. А потом уже решу, либо я этот другой цвет оставлю, либо, распущу, и у меня будет просто крючком обвязанная горловина. Так, привет, я вам сюрприз в ВК отправила. Ой, ВКонтакт так редко захожу, но я посмотрю, спасибо. Хорошо, я посмотрю. Надо запомнить, что мне нужно зайти в ВКонтакт. Я захожу только туда по некоторым особым случаям, а так, в принципе, у меня даже там сообщения висят, я еще их никак не могу прочитать почему-то. Приветики, вечерние лесовые гулены. Волки не напугали? Ни маньяки, ни волки не встретились. А так хотелось, знаете, ну, хоть кого-нибудь встретить интересненького. Собачки только встретились, и все. Мы шли 2,5 часа ровно. Мы тут вдруг вздумали пойти по железной дороге, вдоль железной дороги, прямо до нашего дома. Потому что тут у нас от нашего дома недалеко железная дорога, в 20 минутах ходьбы. Ну, наверное, даже в 15. И мы с ЖД вокзала Симферополя решили до вот этого нашего дома дойти. Интересно было, но мы как-то думали, что мы часа за 2 дойдем.
но получилось чуть дольше. И вот я опоздала на эфир поэтому. Ноги, конечно, гудят, мы, наверное, километров 10 прошли. Но понравилось, мы очень любим, тем более по темноте. Очень интересно ходить в непонятных местах, в таких, где мы раньше не были. Очень много интересного встретили. Ну, в том плане, что как бы всегда знали, что здесь это есть, но никогда тут не были. И так прогулялись. Теперь хочется еще прогуляться уже в какую-то более раннюю, что ли, пору дня, чтобы это не в темноте разглядывать, а идти и смотреть по сторонам. Поэтому я опоздала, короче. На ютубе потом видео будет, обязательно запись идет. Сашуля, привет, приветик, Оля. Сейчас я тут подтяну. Сегодня связала рукав, идеально по расчетам получился. Сейчас вяжу спинку и вперед. О, ура, я буду ждать. Давай, я надеюсь, что ты успеешь. Мне тут еще чуть-чуть осталось распустить, и я уже буду вам показывать. Сашуль, квадратный вырез можно крючком обвязать? Можно, конечно, любой можно. Крючок вообще такая вещь универсальная. Мне кажется, что крючок даже больше способен сделать, чем спицы. Но, хотя, вы знаете, я спицами тоже много всякого делала. Ой, так. Приветик, кто присоединяется? Я квадратный вырез крючком обвязывала. Да, конечно, можно. Привет, привет, Карина. Довязала свитер, точнее платье-свитер, но красивое фото сделать не успела. Надеюсь, завтра получится. Ой, Карина, еще вся неделя впереди. Круто, что ты довязала, я очень этому рада. Так, приветик, Неля. Так. Ты распускаешь? Я распускаю, чтобы показать, как закрыть. Я специально это закрыла предварительно, чтобы точно убедиться в том, что мне ниточки хватит. Ниточки хватает. Теперь я распускаю, чтобы показать, как вам закрыть. Вообще-то я должна была это сделать за кадром и к вам подключиться уже с таким, с полуготовым рукавчиком, но из-за того, что мы только-только прибежали, я вот даже сумку кинула и быстро сюда к вам, то приходится тут перед вами сидеть и распускать. Простите. Хорошо смотрится. Я на сгибе 3 вместе связывала, тогда еще благодаря этому четкий квадрат вышел. Ну это если вязать... Это если вязать снизу вверх, сбоку, мне кажется, там нет смысла вязать 3 вместе. Хотя это снизу вверх вы вязали, правильно? Или тоже горизонтальный? Привет, какой следующий интенсив? Привет, следующий интенсив будет в последней неделе декабря. Он будет вязаный интенсив будет связан с вязанием свитера с аранами. Можно без аранов, вы выбираете узор любой, какой вы хотите, с вточным рукавом, рукав с окатом, с обработкой кетельной горловины. Что-то еще я туда хотела. Этот, может быть, двойную резиночку я еще туда включу, тоже, чтобы немножко усложнить. И скос плеча. Вот, мне кажется, что это будет такой насыщенный интенсив. Я морально к нему готовлюсь, потому что уверена, что это будет ничуть не легче, чем с шапками было. Хотя все равно постараюсь как-то более компактно, что ли, рассказывать, чтобы не было такого, что у нас эфир там по 3 часа идут, и я потом вся уставшая в конце дня. Так что присоединяйтесь. Если кто уверен, что 100% будет участвовать в следующем интенсиве, вы можете потихоньку оплачивать. Почему я так говорю? Потому что потом, как правило, оплачивают девочки в последние 2-3 дня. И на меня наваливается столько платежей, что мне потом приходится их сидеть понедельник, вторник разбирать. Хотя понедельник, вторник я должна, ну, уже работать в интенсиве, я уже должна к эфирам готовиться, проверять домашние задания, а мне приходится принимать платежи. Поэтому я очень прошу, кто будет участвовать 100%, много что зацепился, тогда вы можете оплачивать уже сейчас, чтобы я уже вас записала, пока у меня есть свободное время, и вы тоже могли спокойно готовиться к нему. Я еще перед отъездом напишу пост, я думаю, про этот интенсив, про пряжу. Сшивать мы будем трикотажным швом, то есть шва не будет видно. Ну да. Так, это я горизонтальный вязала, я вам фото прислала в директ для доченьки модельки. Это который для девочки, я поняла.
Для девочки я помню. Точное число следующего интенсива, еще его никто не знает, даже я. Последние 3 недели декабря. Начнется он в понедельник, вы можете посмотреть сами, потому что раньше я вряд ли успею к нему подготовиться. Ой, я боюсь следующего интенсива, горловина, вточной рукав, скос плеча. Наталья, я точно так же боюсь, давайте вместе бояться, потому что мне кажется, что горизонтальный свитер, я же говорю, это очень был простой интенсив. Но чем сложнее, тем интереснее, всегда так считаю. Мне фото прислали или Саше? Мне присылала девочка. Для меня тоже страшные слова пока. Но это пока. Правильно написали, разберемся вместе, все будет хорошо. Так, фото нет следующей модели. Я еще не вязала ее. Даже не то, что там фото, даже не могу просто вам на словах объяснить. Я же сама ничего не знаю. Потихоньку буду к интенсиву вязать. Могу вам тоже фото прислать, мне не жалко. Да, присылайте, если что, девочки. Так, все, я все сделала. Так, это у меня будет сейчас лицевой, изнаночный, лицевой. Да, девочки, я все сделала, могу уже показывать вам. Сейчас я надену на спицы петли, у меня тут одна слетела. Какая пряжа? Пряжа, как всегда, может быть абсолютно любой, вы можете выбирать любую. Но если вы будете вязать свитерок с аранами, значит, скорее всего, это будет свитер зимний, а если зимний, то, конечно же, лучше что-то тепленькое. Я, наверное, буду вязать... я не знаю, из чего я буду вязать, кстати, я еще не решила, потому что вот у меня пряжи много, из той, из которой я хочу связать, но дело в том, что она какая-то вся темного цвета, и я переживаю, что, ну, вы меня будете проклинать за то, что я такой темный цвет выбрала. Ничего не видно будет, короче, я пока еще в раздумьях, не знаю. Но, конечно же, все-таки, если это будет такой капитальный свитер, я вот советовала девочкам покупать пряжу такую более серьезную, более дорогую, чтобы вы потом этот свитер долго носили, чтобы не получилось, что вы его вязали, старались, делали расчеты, а поносили один сезон, потому что там пряжа какого-то плохого качества. Вообще опирайтесь на то время, когда вы собираетесь свитер носить. Зима, лето, там весна, и выбирайте состав пряжи. Ничего сложного нет, и, как всегда, в наших интенсивах нет какого-то обязательного состава, который должны использовать все. Так, вот я надела на спицы. Так, Сашуль, квадратный вырез обвязывать. Вообще, мне кажется, любой лучше обвязать, потому что все-таки будет аккуратнее. Я с вами буду бояться. Давайте, Женя. Да, абсолютно. Чем тяжелее, тем интереснее. Как делать оплату с Украины на карту Приватбанка? Пишите мне, я вам карту Приватбанка скидываю. Давайте мужскую модель свяжем в интенсиве. Мы вяжем мужскую модель, вот, например, сейчас. Вы можете связать любой свитер для мужчины, который вяжем мы в интенсиве. Вы можете связать свитер со спущенным плечом в реглан, можете связать на мужчину. Вы можете горизонтально вязать на мужчину, вы можете вязать с точным рукавом на мужчину. Мы не вяжем конкретно женские или детские, например, модели. Вы любое изделие, которое мы вяжем в интенсиве, можете связать как на ребенка, так и на мужчину. У нас нет такого разделения. Хватит на свитер на ребенка 7 лет, 50 грамм, 170 метров, 300 грамм. Ну, на 7 лет, смотря какой худенький, толстенький, не знаю, но я думаю, что да. Всем привет, уже следующий проект вяжу. Привет, Лена, слушаю вас. Мне на свитер тоже еле хватило, думала, буду образец распускать, но на горло так и не хватило. Блин, я бы тоже хотела мужскую модель. Вот следующий можете вязать для мужчины. Вы же берете расчеты, я же всегда, когда мы начинаем вязать какой-то наш платье, кардиган, ну, платье до мужчины не свяжешь, но неважно, платье, кардиган, свитер, я всегда, когда мы снимаем мерки, я всегда рассказываю, какие мерки на мужчину, какие мерки на ребенка нужно снять. То есть вы просто берете и вяжете тому, кому вы хотите вязать. Так, Саша, ты покажешь, как квадратный вырез обвязать, а то я не умею квадратный. Я расскажу, как я свой обвязывала, я думаю, что вы уже поймете, как квадратный. Ну и вообще, Наталья, можно это обсудить еще лично. Я вам объясню, как там что нужно сделать, я думаю, вы поймете. Если мужчина с животиком, ну точно так же я рассказываю, какие мерки нужно снять, если мужчина с животиком. Другие расчеты. Вы берете обхват живота и вяжете мужчине по обхвату живота. Там не нужно сужать кверху, это будет некрасиво.
Я это все рассказываю серьезно. Вы можете посмотреть, например, мы вязали, что мы вязали? Ну, вот этот горизонтальный свитер мы вязали, я точно рассказывала, я уже не помню, что еще мы вязали. Свитер регланом рассказывала, тоже на мужчину, какие расчеты брать, какие мерки снимать. Так, все, я готова. Смотрите, что сейчас расскажу вам, ситуацию нашу, что происходит. Я вот довязала свой рукавчик своим узором, посчитала количество рядов в моем первом рукаве. У меня получилось так. Всего у меня 7 рядочков было в первом рукаве. Я связала 4 рядочка резинкой, затем у меня было 2 рядочка полой резинки и один ряд это наборный наш ряд. То же самое я буду сделать здесь. Я уже здесь, смотрите, связала 4 рядочка резинкой 1 на 1. У меня всего 7 рядов. Теперь дальше 2 рядочка я провяжу полой резинкой, это будет 6. И 7-й ряд у меня будет ряд закрытия. Вот как раз сейчас я провяжу лицевой изнаночной полой резинкой и буду закрывать. Камеру сейчас поменяю, буду с вами вместе это делать. Ниточка у меня вот такая, видите, волнистая, из-за того, что я распускала для того, чтобы довязать образец. А образец у меня после ВТО. Короче говоря, будем как-то с этим мириться. Петли сейчас могут быть кривые, но вы на это не обращайте внимания. Сейчас я разложу аккуратно для себя это все вязание и будем вязать. Сейчас я еще, наверное, давайте... Узор очень красивый, спасибо. Давайте, наверное, еще вам отдельно нарисую, что вообще происходит. Сейчас я камеру поменяю. Если что-то будет не так с эфиром, пишите. Так, меняйся камера. Самый первый реглан сверху, посмотрите, я моим мужчинам вязала свитера. Вот, да, про реглан я тоже говорила. Спасибо, Залина. Точно так же на детей. Кто хочет вязать на ребенка, точно так же берете мои видео и слушайте внимательно и делайте расчеты на ребенка. Отдельно свитерочки на ребенка, на мужчину мы не вяжем. Ну, потому что нет смысла разделять, там все одно и то же. Так, вот мой листочек, сейчас я расскажу. Смотрите, вот мои клеточки, всего моя резинка 7 рядочков. Это лицевые и изнаночные. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот, 7 рядочков моя резинка. Давайте я, наверное, запишу так. Лицевой, изнаночный. Да, вот так. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. И я это все дело делю так. Вот мои 4 рядочка. Это резинка 1 на 1. Дальше вот эти 2 рядочка. Это у меня полая резинка. И последний рядок это закрытие. Вот вы вяжете либо отсюда сюда, низ свой, да, когда вы начинаете вязать первый рукав, то есть закрытие, либо наборный ряд. Давайте так. Наборный ряд. Либо то, либо то. То есть либо вы отсюда сюда вяжете в такой последовательности, либо отсюда сюда. Вот сейчас мы вяжем второй рукав. Я связала 4 ряда резинки 1 на 1. Дальше мне нужно 2 рядочка полой резинки. И последний у нас будет ряд закрытия. Так, узор красивый, главное не запутаться. Да, можно запутаться, я скажу честно, один раз запуталась. И пришлось распускать там рядочков 8, по-моему, потому что я неправильно, вообще неправильно связала. У меня какие-то ромбики получились, я это поздно увидела, пришлось распускать. Ну что, вот, смотрите, я провязала резинку 1 на 1, петли кривые из-за того, что ниточка у меня вот такая. Я уже не стала там изощряться, как-то ее выравнивать, уже как есть, так и взяла. Не страшно. И все равно свитерочек я буду еще ВТО делать и думаю, что оно выровняется. Вот я связала 4 рядочки, 4 ряда резинкой 1 на 1. Дальше мне нужно связать 2 ряда полой резинки. То есть вы вяжете такое количество полой резинки, какое вы вязали в вашем первом рукаве.
Тут у меня петли могут быть немножко перевернуты из-за того, что я только что на спицы их набрала. И тут в конце у меня еще какая-то слетела, тоже нужно будет ее поднять. Вот, по-моему, здесь где-то. Сейчас я прослежу за этим. Ну что, вяжем полую резинку так, как я вам показывала ее. Изнаночную петельку мы снимаем, у нас нить перед петлей, то есть мы нашу рабочую нить оставляем перед всеми петлями и просто изнаночную петлю снимаем. Теперь, снова надеваем ниточку на спицу, дальше у нас лицевая. Лицевую мы провязываем как обычно. Дальше изнаночную мы снимаем нить перед петлей. Сняли, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем, снимаем, провязываем. И так вяжем до конца ряда. Сейчас у меня, вот она у меня как раз слетела. Сейчас я эти петельки подниму и продолжу. Так, раз подняла и 2. Обязательно посмотрите, сколько рядов полой резинки вы вязали в вашем первом рукаве. Все должно быть симметрично. Так, лицевую провязала, изнаночную снимаю нить перед петлей, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю. И вяжем до конца, не глядя. Так, ну что, смотрите, расскажите мне, кто что уже связал, на каком кто этапе находится. Я вот вижу, что многие уже связали свитерочки. Мне интересно, что происходит у других. Где вы, что вы вяжете? Спинка вперед, как у вас идет. Так, у меня тут что-то слезло. Так. Лицевую связала, все, последняя кромочная, провязываю ее как обычно, но я тут слежу, чтобы косичка была. Переворачиваю. Теперь у меня, видите, я здесь даже вот так вот добавляла ниточки, потому что не могла я уже добавлять нормально, иначе б вообще не хватило. Потом буду ее как-то прятать. Перед ВТО спрячу, и потом, она у меня сваляется. Итак, второй рядочек изнаночной полой резинки вяжем точно так же, кромочную снимаем. Вот у меня изнаночная, точно так же я изнаночную снимаю нить перед петлей, лицевую провязываю как обычно. То есть теперь мы провязываем те петли, которые мы снимали здесь. Но с этой стороны выглядит все точно так же. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем нить перед петлей. Так, я дошла до второго рукава. О, это классно! Я начала горловину, вот как раз вяжу вместе с тобой. Тоже хорошо. Горловина вяжется достаточно быстро, потому что там половинки небольшие, туда-назад связать. Я ее связала прям очень быстро. Это тоже хорошо. Я еще в 23 рядах перед вырезом. Ну, главное, что рукав связали. Вот хорошо, кто уже связал рукав. Все шансы успеть связать свитер целиком. Я все сделала, осталась кое-какая деталь и готова. О, Яна, круто. Ну, кстати, в Яне я тоже не сомневалась. Есть список девочек, которые у нас уже такие ветераны наших интенсивов, и которые, я знаю, 100% успеют. Вот Яна из их числа. Так, провязала я второй рядок. Спинку довязываю, скоро буду с передом соединять. О, перед, значит, тоже уже готов вырез. У меня перед с машинкой вяжется сейчас. А машинка, в смысле, это что? Я на спинке и переде до выреза не дошла, распускала немного, забыла, что у меня косы на спине и переде. Ну ничего, главное, что рукав связан. Мне капля тела осталась и соединить со вторым рукавом, обвязать горловину, низ и сшить бока. Яна, круто. Сашенька, спасибо за совет, ниток хватит. О, хорошо. Довязываю ряд перед вырезом. Тоже хорошо. Главное, еще раз, третий раз повторюсь, главное, что в рукав связали. Связала второй рукав, закрыть не смогла, на работу не брала, свой волшебный сундучок с иглами и нитками перекинула на нить, взялась за горловину, палец проткнула нечаянно спицы. Ох, Лена, не очень приятно, конечно. Ну, главное, что работа почти готова. Вот, провязали мы, у нас всего 6 рядочков. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Да, ровно 6. Два последних у нас полой резинки и 4 резинка 1 на 1. Теперь, ну вот если их так разровнять, петельки, то все ровно. Я думаю, что после ВТО выровняется. Теперь нам нужно делать закрытие наше. Закрытие делаю я иглой. Сейчас бы не запутаться, потому что знаете, как в прямом эфире, как обычно, забываешь,
что что и как нужно делать. Сейчас будем делать вместе. Я, беру свою любимую иглу, вот такую, металлическую с тупым концом, вдеваю ниточку. Помните, да, ниточку мы оставляем, чтобы нам хватило закрыть ряд. Если вы не знаете, сколько вам нужно такой ниточки, тогда вы можете провязать, эм крючком, таким же номером, какие у вас и спицы, провязать крючком, воздушные петельки, цепочку из воздушных петель по количеству, равную петлям на спицах. И это количество ниточки хватит вам для того, чтобы закрыть иглой, полностью все петли. Плюс вы оставляете метра полтора еще дополнительно для того, чтобы мы этой ниточкой сшивали наше изделие целиком. У меня вот сколько было ниточки, столько и есть, больше нету, но мне кажется, ее хватит, поэтому я беру то, что есть. Итак, петли мы со спицы не снимаем, они у нас на спице так и остаются. Мы делаем, ну, 3, да, раз, 2, 3 движения, которые повторяются постоянно. Первое, второе, третье, первое, второе, третье. Я обычно, когда закрываю вот так вот иглой, эластичный шов делаю, я обычно так и считаю: первое движение, второе движение, третье движение, и тогда получается все хорошо. Первое, что нам нужно сделать, это вставить иглу слева направо, вот так, в нашу изнаночную петельку. У нас изнаночная петля вторая. Вот если, вы хотите все сделать так, как я вам советую резинку начинать вязать именно с изнаночной петли. То есть у нас тут есть кромочная, изнаночная и лицевая. В изнаночную мы вставляем иглу слева направо, вот так. Вот наша изнаночная петля. Это наше первое действие. Вставляем в нее иглу и протягиваем ниточку. Готово. Второе наше действие: мы должны захватить, петлю справа от нашей изнаночной. Здесь она у меня кромочная. Захватить за ту дольку, которая вот смотрит на вас. Вот это моя долька, раз. И точно так же найти вторую лицевую петлю, которая находится слева от изнаночной. Вот у меня дорожка из лицевых петель, вот моя петля, вот изнаночная. И сюда я вставляю сначала иглу сюда, справа налево в лицевую раз, и теперь вставляю справа налево в лицевую 2. Они у меня как бы расположены спинками друг к другу. То есть в первой лицевой я хватаю ниточку, за это какая? Левую дужку, да, а во второй, лицевой за правую дужку. Чтобы они у нас не были скрещенные, обязательно следите за этим, чтобы захватить именно те дужки, которые находятся ближе друг к другу. Вот я вставила так иглу справа налево и протягиваю. Это наше второе действие. Так, и третье, последнее наше действие. Нам нужно найти снова изнаночную петлю между двумя этими лицевыми, первую, которую мы, захватывали, и теперь захватить точно так же ее справа налево. Вот так, как мы захватывали наши лицевые. Захватили и, точно так же затягиваем. Здесь важно не перетянуть, но в то же время затягивать так плотненько, иначе будут слишком рыхлые петли и будет очень некрасиво. Наши 3 петли, которые мы только что, использовали, да, в закрытии, мы их со спицы снимаем. Сняли, готово. Тут можно немножко подтянуть. Дальше у нас снова изнаночная петелька. Мы снова вставляем наоборот слева направо вот так, иглу в изнаночную петлю. Вставили. Это наше первое действие. Теперь нам нужно найти нашу лицевую, которая справа от изнаночной петельки. Вот дорожка из лицевых петель. И нужно найти именно ту часть лицевой петельки, которую мы использовали при, сшивании в предыдущий раз. Вот посмотрите, у меня идет ниточка, я ее захватывала первый раз, и вот моя, это кругляшочек мой, это моя лицевая петелька. Я точно так же захватываю ее за дужку левую, раз, и вот моя лицевая петелька слева от моей изнаночной, я ее захватываю за правую дужку. Вот захватила, и теперь точно так же вытягиваю ниточку. Это мое второе действие. Тут следим, чтобы ниточка легла правильно. И третье действие: мы берем нашу изнаночную, которую мы только что использовали, и вставляем в нее точно так же, как вставляли в лицевые, справа налево. Вот так вставили иглу и протянули.
Наши 2 рабочие петельки, которые мы только что использовали, изнаночную и лицевую, мы снимаем со спицы. Тут тоже можно потянуть, вот уже немножко заметно, что у нас происходит. Уже немножко видно, что получается такой эластичный край. Снова наша изнаночная. Вставляем сначала слева направо. Вот так. Сразу запоминайте, что первый раз вставляем так, вторые 2 вставляем так. Вставили в изнаночную петельку, подтянули ниточку, ищем нашу лицевую. Тут легко, вот дорожка из лицевых петелек, вот наша лицевая, которую мы только что использовали. Вставляем в нее иглу справа налево в нашу дужку, которая слева. Дальше лицевая следующая, вставляем в нее иглу в правую ее дужку. Вставили, подтянули. И третье наше действие, мы вставляем иглу в изнаночную петельку точно так же справа налево. Вставили и подтянули. И 2 петельки мы снимаем со спицы, изнаночную и лицевую. Вот уже тоже вторая петля лицевая, ее уже тоже хорошо видно, у нас получается эластичный край. Так, сейчас читаю. Ой, как много вы написали. Всем привет! Спасибо, Саша, за такие уроки. Связала до выреза. В интенсиве не участвую, не успела к началу, но довязала до выреза. Сейчас платье оверсайз сшиваю. Круто! Приветик! Скиньте мне потом фотографию. Я буду потихоньку продолжать. Вы следите за моими действиями и читать. Вставляю в изнаночную, подтягиваю ниточку, вставляю в лицевую первую. Вот моя лицевая. Вставляю в лицевую вторую. Подтягиваю ниточку и вставляю в изнаночную петельку. Подтягиваю. 2 петли снимаю. Вот снова смотрите, что получается. Так, о, Лена, и я сегодня палец проткнула. Ох, какие ж вы там спицы используете, что вы прокалываете пальцы. Я проколола 1 раз спицей 1,5 миллиметра. Мне аж страшно думать, какие спицы там у вас. Может быть, просто слишком острые, я поэтому острые спицы не люблю, что мне потом палец болит от них. Так, как соединять рукав с телом, если вязались отдельно? Точно так же сшиваете, как обычно. Вот просто берете и сшиваете рукав с телом. Я не знаю даже, как это объяснить, то есть каких-то особых тут ситуаций не бывает. То же самое, как при обычном вязании, когда отдельно вяжется рукав и спинка вперед. Так, спускаю. 3 действия. Изнаночную вставили. В 2 лицевые вставили второе действие и снова в изнаночную вставили. Затянули и 2 петельки сняли. Вот уже получается хорошо, уже видно край. Так, я спинку еще вяжу, мне еще долго. Еще расскажу, главное, что рукав первый связали. Так. Наташа, ничего, довяжешь. Я тоже так думаю. Я верю в вас, Наталья. Я помню, как вы связали 2 кардигана за 1 интенсив, поэтому я верю, что вы и сейчас все свяжете. Так, подтягиваю и в изнаночную вставляю. Видите, это достаточно быстро, главное не перепутать шаги. Изнаночными на лицевом полотне вяжу машину, свитер для ребенка, спинка готова. Прикольно, если изнаночными петлями на лицевом полотне, это будет объемный такой классный узор, я поняла. Прикольно будет, Залина, я уже жду. Я всегда жду какие-то такие необычные изделия, которые вы вяжете. Посмотреть, потом полюбоваться. Готово. Ой, я не одна такая, сильно стараемся. Поэтому прокалываете пальцы, я поняла. Так, я не знаю, видно вам или нет, что я делаю. Так, тут я левую ниточку зацепила. Так. Дальше читаю. Саша, получается, одной бобины не хватило тебе, да? Да, у меня было 460 граммов в бобине, и мне ее не хватило. Мне хватило на то изделие, которое я запланировала. Поэтому я пока еще в раздумьях, знаете, что мне делать дальше. Оставить это все так, либо вот я с вами свяжу воротничок, посмотрю, что будет. Может быть, что-то придумаю. Я вообще хочу сюда бордовый добавить цвет. Не знаю, подумаю еще.
Саша, я тебе сбросила свою готовую работу. Получился такой нарочито грубый, ниточка задала тон и стиль изделию. Оля, я же говорю, что мне нравится вот такой фасон, как вы мне скидывали. Я видела ваш свитерок, я его помню, потому что я тоже жду от вас всегда изделия, вы очень аккуратно, круто вяжете. Мне нравятся такие вот именно вот минимализм, когда в изделии, тогда очень классно сочетать с любой одеждой, с аксессуарами. И вообще я, в принципе, всегда за то, чтобы свитер был просто какой-то лицевой гладью, однотонный, серый, и это самые крутые свитера получается. Вот. Так что я буду смотреть. Я после эфира обязательно посмотрю, что вы там мне написали все. Вот, получается, видите, такой же край, как и снизу. Здравствуйте, что делаете? В смысле сшивать полую резинку, имеется в виду закрывать. Сшивать полую резинку, получается, как при итальянском наборе. Да-да-да, мы закрываем нашу полую резинку иглой, чтобы получился эластичный край, такой, как при итальянском наборе. Каким швом лучше всего сшивать отдельно связанные рукава и тело? Трикотажным швом. Так, дальше тут я снова в изнаночную вставляю. Еще раз повторю все действия. В лицевую за левую дужку, в лицевую за правую дужку. Вытягиваю ниточку и в изнаночную вставляю справа налево. 2 ниточки спускаю со спицы. Проверяю, чтобы у меня все пружинило, это важно. Ой, я как черепашка вяжу медленно. На каком вы сейчас этапе? Расскажите. Мы вас подбодрим все вместе. Так, 2 лицевые подхватываю, изнаночную подхватываю. Видите, это очень быстро. Я успеваю с вами болтать, читать сообщения и сшивать. Как называется этот способ, которым закрываете? Ох, наверное, он точно имеет название, но я, к сожалению, вот в таких нюансах не очень сильна. Я умею много всего делать руками, но чтобы как-то это называть, я не знаю. Это эластичное закрытие петель иглой, можно так сказать. Итальянский способ его еще называют. Итальянский способ набора и итальянский способ закрытия петель. Вот, возможно, так вас это устроит. Так, Сашенька, смотрю и даже глазами не успеваю за твоими руками. Спицы у меня Knit Pro Classic номер 5 острые. Я поняла. У меня такие были, если я думаю о тех. И они у меня... О, Санек принес чек. Спасибо, Сань. И они у меня очень быстро стерлись, поэтому я Knit Pro не взлюбила и теперь не покупаю. Ну, в принципе, я вообще не покупаю никакие, потому что мне Ади хватает с головой набора. Так, тоже медленно вяжу, ощущение, что на месте буксую. Это все с опытом, девочки, придет, не переживайте. Так, мне главное тут не запутаться. То я могу запутаться и во время разговоров и что-то не так сделать. Потом будет какая-нибудь ерунда. Так, тут мы сняли. Здесь точно так же я вставляю в последнюю петельку, как я вставляла в изнаночную. Дальше подхватываю дорожку из лицевых петель, то есть подхватываю свою лицевую петельку. Вот она у меня. И это все могу спустить. Все, этой ниточкой она у меня же закреплена, этой ниточкой я буду сшивать дальше все свое изделие. Смотрите, что у меня получилось. Ну, то есть я совсем немного времени потратила. Вот у меня такой край получился. Он тянется, видите, хорошенько. И сейчас я найду второй рукав и покажу. Вот второй рукав, мы его вязали снизу вверх, этот сверху вниз, этот снизу вверх. И то же самое у меня получилось по нашему краю. Выглядят они одинаково. Вот этот немножко кривенько выглядит, потому что здесь у меня уже нить БУ, так сказать, а здесь у меня ниточка ровненькая была. Но после ВТО они будут выглядеть абсолютно одинаково. Вот. Так, лосик разве такие острые? Мне они были острые. Если я про правильные спицы думаю. Сашуль, как у тебя классно получается. Ну ты ас, закрытие шикарное, спасибо. И мне ниток не хватило, пришлось градиент делать. Да что ж такое? Можно связать новогодний свитер, кстати, в интенсиве. Ну, подарок к Новому году своему мужу можно связать спокойно, с нами в декабре. Ну, или там, не знаю, маме, или себе, или ребенку, кому хотите.
Мне тоже не хватило ниток, тоже переход делала, но я вязала из запасов, были самые дешевые нитки для пробы. Ну что, вот я сделала все, что хотела. Сейчас я еще раз вам аккуратненько разложу, могу камеру поменять. Я успела, видите, я успела и распустить, и связать. Вот что у меня получилось, 2 моих резиночки. Один рукавчик и второй рукавчик. Вот. Я думаю, что все получилось. Ой, какие кривые петли! Ужас! Кто-то посмотрит, скажет: "И чему она учит? У нее все криво". Жестко кривые петли. Мне вот с 2 разных партий мотки в магазе попались, не проверила сразу, не думала, что может у них так быть. Яна, бывает очень часто. У меня тоже такое было, я потом плакала. Я, по-моему, скидывала вам свитерок с цветочком. Я тогда сильно плакала, помню. Это был еще, наверное, один из первых моих заказов. Так, итальянский, я такое название слышала. Да, ну вот итальянский. Яна и как очень отличаются нитки. Отличаются, я уверена. Давайте я поменяю камеру и лучше с вами так пообщаюсь. Рукавчики я вам показала, все в порядке. Рукава мы сделали, готово. Завтра я вам покажу, как вырез обвязывать своим таким неожиданным способом. Ну, я вообще, честно говоря, этим способом обвязываю, но я планировала как-то иначе показать. Сейчас решила, что все-таки покажу так, потому что у меня хватило ниточек на то, чтобы связать цепочку, обвязать цепочкой из воздушных петель свой, или как это, цепочка без накидов, о боже. Сейчас меня специалисты по крючку зарежут за то, что я не разбираюсь во всей этой терминологии. Короче говоря, обвязала я крючком свою горловину, будем говорить так. И теперь я по этой обвязанной горловине буду набирать петельки, буду набирать другой пряжи, чтобы вам показать. Тогда будет очень аккуратно выглядеть край. И завтра я вам это покажу, как я это все делаю. Тоже распущу горловину, заново ее обвяжу вместе с вами и покажу, как красиво потом набрать и довязать. Довязываем мы в горловине точно так же, как тут. Точно так же вяжите какое-то количество, я говорю вам на будущее, вдруг вы уже будете сегодня обвязывать. Вяжите какое-то количество резинки 1 на 1, дальше 2 рядочка полой резинки и закрываете также. И у вас будет горловина точно такая же. Низ мы будем точно так же обвязывать, то есть вы понимаете, у нас со всех сторон будет одинаковый внешний вид у края изделия. Это будет очень красиво. После того, как вы обвяжете горловину, после того, как вы свяжете внизу резиночку, вам нужно будет сделать влажно-тепловую обработку свитера. И только потом вы сшиваете. То есть сшивание это самый последний шаг. И я завтра расскажу горловину, покажу. В среду я покажу, как рассчитать правильное количество на резинку снизу. В четверг мы будем сшивать изделие. В воскресенье мы подведем итоги. И где-то там, я не знаю, в понедельник, во вторник, в среду вряд ли. В среду у меня концерт. Ну, в смысле, не у меня, а я пойду на концерт. Ура! Кто не знает, на мою любимую группу Hertz. Все, я уже сбилась с мысли. Я уже на концерте мысленно. Ну, то есть в понедельник или во вторник я проведу розыгрыш среди тех, кто закончил вязание свитерочка в срок. То есть вы можете в понедельник включительно в течение всего дня скидывать мне фотографии ваших свитерочков. Я думаю, что можно и во вторник скидывать. И я там когда-нибудь в понедельник-вторник проведу розыгрыш нашего сюрприза, нашего блокнотика. Кстати, блокнотик ко мне уже приехал. Блокнотик для вязальщиц, для своих расчетов. Именно такой настоящий, красивый. Я им никогда не пользовалась, я уже вам об этом говорила, но меня этот блокнотик привлек. Так что у меня он тоже будет, я потом напишу свое мнение. Он уже приехал в среду, мне Саша пообещал его с почты забрать. Завтра мы решили, что дела другие, а вот в среду мы заберем, я поделюсь своим мнением, и вы уже будете к моменту розыгрыша знать, насколько хорош этот блокнотик. В общем, мы разыграем его, и потом, в смысле, что потом? Его высылает вам спонсор, и я думаю, что я потом как-то вас свяжу со спонсором, и она вам вышлет, эта девочка, ее зовут Наталья, она вам вышлет блокнотик этот самый. Так, в этот раз я спокойно вяжу и в параллель другие изделия. Уверена, что успею. Залина — это опыт уже участия в интенсивах, это 100%. Так, Яна пишет насчет разных партий.
Нет, одни ярче, другие бледнее. Частями то одних, то других вязала рукава, а вперед и зад на вырезе бледными. Типа ввела зрителей в дезориентацию. Да-да-да-да-да, можно так. Как прибавки делали на рукавах, поскольку и в каких рядах? Это вы у кого спрашиваете? У меня? У меня есть видео целое отдельное большое по расчетам рукава. И там я рассказывала, как я что рассчитала, где я делала прибавки и сколько по каких рядах. Можете посмотреть. Называется плейлист "Вяжем горизонтальный свитер онлайн", а там вы уже найдете расчеты рукава. Отдельное видео. Опять шутки в твоем репертуаре, Сашенька. Чему она людей учит такими кривыми петлями? Ну, правда, я же прекрасно понимаю, как это выглядит со стороны. Знаете, такая сидит умелица, вязальщица, там рассказывает, как правильно закрывать, а у самой петли пляшет, даже не может научиться ровно вязать. Ну, бывало, мне такое писали, что петли кривые. А знаете даже, как писали? Мне так понравилось. Не то, что писали петли кривые, а так, ну, типа вежливо. Сашенька, вам нужно поработать над ровностью петель. Есть такой мастер, ее зовут там ля-ля-ля-ля-ля, там Наталья Иванова. У Натальи Ивановой очень хорошее видео по тому, как правильно вывязывать петли. Посмотрите, пожалуйста, и, ну, типа, улучшите свои навыки в вязании. Ну, то есть очень вежливо, так грамотно подкинули мне ссылочку. Ну, я поблагодарила и все. Причем, вы знаете, мне давали вот такую рекомендацию под тем видео, где я считаю, что, ну, чуть ли у меня не самые ровные петли были. Это было еще давненько. Ну, и там реально ровные петли, может быть, просто даже за счет пряжи, что пряжа была слишком мягкая такая и очень хорошо ложилась. И я думаю, блин, у меня есть изделия, где петли немножко покривее выглядят. Что ж она про те мои изделия подумают? Так, они же выровняются после ВТО. Я надеюсь, что выровняются. Но вообще мой образец очень сильно выровнялся, распушился, изменился, раскрылась пряжа реально. Так что я думаю, что свитер, может быть, даже вообще иначе будет выглядеть, может, даже чуть похуже. Но как бы не знаю. Главное, что он станет мягче и более таким уютным, что ли. Сейчас он какой-то на хлопок похож. Так, какой метраж у тебя был, во сколько сложений вязала? Ой, метраж Хира я не вспомню сейчас, честно. Сложений у меня 12, вот мы посчитали с девочками. Ну, меринос тяжелый, конечно, столько сложений. Плюс нитки, ой, спицы не сказать, что слишком толстые, 5 миллиметров. Ну, 450 грамм для мериноса, да. Я как бы удивилась, что не хватило, но в то же время потом включила голову и поняла, что это нормально. Квадратный также надо. Наталья, если вы хотите у квадратного связать резинку, я расскажу. Если вы хотите просто как-то крючком обвязать, точно так же, как и я делаете. Добрый вечер. У нас концерт Энигмы в декабре с оркестром. Ух тышка! Прикольно, Яна. Слушала на днях. Яна, мне кажется, что надо идти по-любому, если хочется. Честно говоря, у меня были такие периоды, когда я занимала у мамы деньги, чтобы поехать на концерт, потому что для меня это было очень важно. Слушала на днях радио Европа Плюс, и там разыгрывали билет на концерт твоей любимой группы. Победителя также за кулисы поведут к солистам. Но за кулисы не проведут, но Meet and greet точно будет. Я это знаю, что в некоторых городах такое бывает. Выигрываешь билетик, и там сидишь, тихонько общаешься. Но, честно говоря, у меня немножко другой взгляд на это все. Я б не хотела. Так, я представляю, сколько стоит. Я не узнала еще цену. Яна, иди. Яна, иди. Всего-то надо было назвать наибольшее количество комплиментов на буквы Т и А. Ну, Т и А, понятно, да, по именам участников группы. И я думала о том, что Саша точно бы выиграла. Вообще, честно говоря, я не очень люблю участвовать в каких-то конкурсах или розыгрышах. Я очень всегда волнуюсь, и я теряюсь. И вообще, в принципе, в моей жизни в детстве столько было конкурсов, что я как-то уже от них так устала. Саша, подскажи, как рассчитать набор петель на шапку, если ее делать с подкладом из флиса? Сколько прибавить к обычному наборному ряду, как я вяжу без подклада? Посмотрите, пожалуйста, мои видео по вязанию шапочки. Можно любое видео.
Там мы прибавку делаем 15% к плотности вязания. Вот если вы будете вязать с подкладом шапочку, вы 15% не прибавляете, вы просто берете стандартный, ну, ваш обхват головы и делаете расчеты. Посмотрите мои видео, у меня их там очень много. Так, так вы здорово говорите, ух тышка. Второй рукав мы вяжем так же, как первый рукав, с точностью да наоборот. Или есть еще секретики? Да, 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 да. Вяжем в зеркальном отражении, все то же самое. Простите за шоу. За глупый вопрос имеется в виду, я поняла. Это не глупый вопрос. Вообще, в принципе, не стесняйтесь задавать любые вопросы, потому что я всегда говорю, вы пришли сюда, чтобы задавать вопросы. Поэтому можно спокойно задавать хоть самые-самые глупые. Если есть вопросы, это значит, что вам интересно, значит, вы вникаете, значит, вы, ну, думаете головой, трудитесь. Для меня это самое важное вообще, ну, как бы показатель того, что вы меня слушаете, и что вы пытаетесь сделать хорошо. Вот так я скажу, чтобы сильно много слов не говорить. Добрый вечер. Ой, я все прочитала. Ой, у нас еще 10 минут есть, девочки. Так, давайте еще скажу. Смотрите, завтра мы вяжем горловину, обвязываем. В среду я рассказываю, как сделать расчеты на обвязку края. Это мой край изделия. И обвязываем край. Я, наверное, другим цветом обвяжу, чтобы вам показать. Потом посмотрю, понравится мне или нет. Вот. И в четверг мы сшиваем изделие. И готово у нас будет все. Домашние задания у нас в закрытом профиле Инстаграм. Я выложу все даты по каждому заданию, и вы можете уже как бы примерно знать, к чему стремиться. Я решила вместо Энигмы пряжи супер расцветки купить, я голодная не выдержала. Ну, это тоже эмоции, мне кажется, вязание, поэтому, может быть. Связала второй рукав, закрываю петли. Как обвязать горловину, лодочка, даже не представляю. Но завтра мы об этом поговорим. Завтра у нас обвязка горловины. Как сделать горлостойку? Если вы хотите... То есть, если у вас в вашем свитере один какой-то узор, ну, предположим, да, как у меня, неважно, а горловину, стойку вы хотите связать какой-то резинкой, например, тогда вы делаете круглый вырез, ну, вот как у меня здесь на кофточке, затем по краю выреза набираете петли, можете набрать, так как я завтра расскажу, набираете петли и вяжете. Если, предположим, вы вяжете снизу вверх, и вы один и тот же узор у вас плавно переходит в горловину, тогда вы просто оставляете открытыми петли, вы вяжете прямо, оставляете открытыми петли вот здесь, и потом эти петли набираете в круг, спинка вперед, и вяжете эту горловину. Вот так это делается. Сашенька, привет, привет, Настя, все слушаем, все воспринимаем, только чтобы успеть, в глазах одни петельки, как маньячка дома. Я была маньячка вот эти 2 дня, когда мне нужно было связать спинку вперед и рукав, и еще кусочек рукава я довязывала. И да, мне пришлось поработать, но зато теперь я всю неделю буду заниматься бисером, потому что мне нужно доделать заказы до отъезда, вязать, наверное, не буду. Я не вяжу, учусь вязать платья изредка, но на ваши прямые эфиры захожу. Вы такая интересная, спасибо большое вам. Капиталина вас зовут, спасибо большое. Так, если вырез более овальный, можно стоячее горло? Можно. Можно. Важно, знаете, что в вырезе и вообще в стоячем горле, странное название, важно, чтобы у вас спинка была выше, чем вперед. Вот это важно, иначе у вас оно будет немножко тянуть назад и будет не так удобно носиться. То есть все-таки всегда для комфортной носки желательно, чтобы спереди был вырез поглубже, чем на спинке. Вот это вот разница, которая называется росток в реглане, она и здесь важна. Тогда все будет очень хорошо сидеть, и горловина будет хорошо смотреться. Вот. А там вообще зависит от фасона. Бывают такие фасоны, когда плавно узор перетекает в горловину стоечку. Причем эта стоечка, как правило, она широкая, она не обязательно обтягивает шею. Ну, такая широковатенькая. Тогда можно просто по прямой и ее довязать вверх. То есть на стойку росток вроде так не нужен,
Ну, я только что сказала, что нужно сделать полукруглый вырез, потом набрать петли и провязать вверх. Так, да, все поняла. Хорошо, Яна. Ну, либо, еще раз повторюсь, либо если у вас все плавно перетекает, тогда можно просто прямо связать и на открытые петли набрать и довязать вверх. Яна, спасибо за цветочек. Я так переживаю за свой свитер, честно говоря, чтобы он у меня после ВТО не изменился в худшую сторону. Сейчас очень красиво, объемно смотрится рисунок. После ВТО, мне кажется, он может немножко стать более плоским. Ну, посмотрим. Ничего страшного. Я вам могу, давайте его еще вот так показать. Вот так. По длине он идеальный. Горловина, конечно, широковатая, потому что я планировала же тут еще 3 сантиметра. Вот я пока не знаю. Так-то, когда надеваешь, она нормально, но я хотела, чтобы она была ближе к горлу, чтобы она была такая тепленькая, чтобы свитерок был тепленький. Вот, ну, рукав нормальный. Рукав широкенький, как я и хотела, но не прям сильно. Главное, что он такой укороченный. Я хочу его очень носить с каким-нибудь, со штанишками завышенной талии, либо с юбочками карандаш, либо юбочками солнце на талии. То есть, чтобы обязательно была талия и широкий свитерок. Вот как-то так я его увидела. Написала буквально в тот же момент, что ответили. О, хорошо. Значит, я ответила заранее. Нельзя сделать сначала ВТО, сшить, и потом по кругу вязать внизу резинку. Можно, можно, можно. Это можно. Он будет более плоский. Да, мне тоже так кажется, что будет более плоский. Ну, постирать нужно обязательно, потому что я прям, когда вязала, я в руках чувствовала, что какая-то вот такая пропитка. Интересно, я как-то добавила кружку и покраснела. Ну, в смысле, баланс белого подстроился, у меня красное лицо стало. Фух. Я, наверное, в четверг. Подождите, я в среду буду обвязывать с вами. То есть мне нужно в среду его постирать будет хорошенько, чтобы он до четверга вечера высох. Он у меня не высохнет до вечера четверга, чтобы его сшить. Блин. Но я его не могу сшивать до этого. Мне еще вязать и вязать, но платьице уже очень нравится. Дочь уже спрашивает, когда оденет, а младшая просит, чтобы ей связала. Оля, надо вязать всем девочкам и себе тоже. Я думаю, что младшая девочка будет очень сильно ждать и завидовать старшей. Что значит плоский? Не поняла. Но сейчас он объемный. Видите, хорошо виден рельеф. А после стирки он станет, наверное, более плоским, сам этот узор, и не будет выглядеть так объемно. То есть, возможно, оно все сгладится и будет таким вот цельным полотном с небольшими какими-то оттенками. Ну, в смысле, тень небольшая. А сейчас тени много, и сейчас очень хорошо видно эти все зигзаги. Я тоже ее чувствую, когда вяжу, да, Ира? Ну, посмотрим после ВТО, что будет, и я уже тогда сделаю выводы насчет этой пряжи. Фотки до какого числа скинуть свитера? До понедельника включительно. Ну, я думаю, что можно до вторника. Я всегда на один день продлеваю немножко. Так что думаю, что можно и во вторник скидывать. Я во вторник как раз приеду, и, может быть, там у меня будет время все это занести в таблицу. Кстати, а сертификаты я уже тогда выдам после приезда. И сертификаты по шапкам тоже на этой неделе всем выдам. Я это помню. Ой, мне что-то уже начало тормозить. Изнаночный проваливается после ВТО. Иногда это хорошо, конечно, иногда не очень. На себя пока не рискую, но чувствую, в следующий интенсив все же себе свяжу с ранами. Оля, нужно когда-то начинать, 100% это нужно делать. Либо по записям старым, либо в новом интенсиве участвовать. Это уже как бы такое ваше желание. Лучше тогда сначала резинку, а потом ВТО и сшивать. Не хочу плоский. Ну, не знаю. Сшиваем после ВТО? Да, только после ВТО.
Я стараюсь в тазике с шампунью, выжимать в машинке на 400 оборотов в минуту. Делала это с полушерстью, с мериносом тонким, и потом по размерам выкладывала. Все нормально и высыхает быстро на следующий день. Я выжимать не знаю, буду ли я выжимать. Может, просто рядом с батареей положу? Не на батарею, а просто рядом, чтобы оно таким теплом обдавало. Ну, либо если будет солнечный день, то можно и на солнышко положить. Ой, девочки, у нас осталось 30 секунд. Давайте уже прощаться. Завтра приходите в 20:00. Я не опоздаю, я буду дома, наверное. Поэтому в 20:00 всех вас жду. Будем разбираться с горловиной. Покажу, как я обвязываю ее я. Расскажу, как в ваших ситуациях поступить. Ну, в общем, будем там уже по месту смотреть, как, что кому что сделать. Все, буду прощаться. 20 секунд. Пока. Спасибо, что были со мной. Пока.